Всем привет, девчонки, и добро пожаловать в тренажерный зал. Каждая из нас, приходя в этот зал, ставит перед собой самую главную цель – стать красивее. Кто-то из вас хочет похудеть, некоторым необходимо просто потянуть свою фигуру, ну а большинство девчонок просто хочет накачать себе ягодицы. Самое главное, что все наши цели приводятся примерно к одному понятию. Необходимо построить эстетически красивое, пропорциональное и, конечно же, здоровое тело. В сегодняшнем ролике разговор пойдет о том, как грамотно составить свой план тренировок в тренажерном зале для девушек. Все знают, что если ты хочешь быстрого результата, то тебе прямиком в тренажерный зал. И вот ты покупаешь новые кроссовки, подбираешь топик к лосинам и, собравшись с духом, ступаешь на беговую дорожку. А что дальше? К тренажерам подойти страшно, вдруг ты будешь делать что-то неправильно, и все будут просто с тебя смеяться. С гантелями можно только бицепс качать, а зачем он вообще нужен? И вообще мне кажется, что у меня трусы просвечивают через лосины, и все это видят. Отбросьте все ваши страхи и сомнения. После этого ролика вам станет понятно, зачем вы идете в тренажерный зал и что конкретно вы там будете делать. Для начала давайте начнем с самого главного – женской физиологии. Главная отличительная черта женского организма – это откапливание питательных веществ про запас. Также мужчины могут тренироваться до отказа, когда выполнение упражнения при правильной технике самостоятельно невозможно. Девушки, по крайней мере большинство из них, не могут идти через боль, морально и физически, и многие из них просто себя жалеют. Следующая особенность касается распределения мышц по телу. Слабый верх, сильный низ. Узкие плечи, слабые руки и плохо развитые грудные мышцы. Мало кто из девушек когда-либо делал упражнения на спину. Но не спешите зацикливаться на тренировках вашего низа, ног и ягодиц. Старайтесь работать над пропорциональным построением вашего тела. Еще одна особенность касается вашего пресса. Девушкам гораздо сложнее увидеть кубики на животе, нежели мужчинам. Все мы знаем, что любая здоровая девушка раз в месяц испытывает месячные и, конечно же, боли внизу живота. Так вот, природа позаботилась о том, чтобы этих болей было меньше. Каким образом? Количеством нервных окончаний внизу вашего живота. Соответственно, у нас, девушек, нервно-мышечная связь в этой зоне хуже, чем у мужчин. Важнейшая особенность, то, на чем будет базироваться мощность ваших тренировок, это ваш менструальный цикл. Он создает периоды подъема и спада вашей физической активности. В течение 2 недель после менструации девушка чувствует физический подъем и способна к большей работоспособности. Именно в это время ваши тренировки могут быть достаточно интенсивными. В среднем через 2 недели, конечно, если у вас 28-дневный цикл, наступает овуляция. И как раз здесь происходит спад вашей физической активности и вашей энергии. Наш женский организм устроен так, что в это время он пытается накапливать питательные вещества и сберегать энергию. Так что, как правило, в это время следует уменьшить вашу нагрузку на тренировках. Делаем выводы. В женском тренинге очень важно, чтобы ваша нагрузка была не постоянной, а цикличной. Пик нагрузки приходится на первые 2 недели, а ее спад на 3-ю и 4-ю. Ну что ж, приступим к самому важному и для многих самому сложному. Как составить программу тренировок? Одни из самых важных причин, почему вы не видите результата, тренируясь в тренажерном зале, это слишком маленькая нагрузка, походы в тренажерный зал без цели и просто недорабатывание. Ваше тело будет меняться, а мышцы будут адаптироваться только тогда, когда внешние условия будут непривычны и стрессовы для вашего организма. Так что если вы выходите из тренажерного зала сухенькими и отдохнувшими, хорошенько поболтав с вашими друзьями, то никакого смысла в этих тренировках просто нет. Вы должны приходить в тренажерный зал и выкладываться на все 100%. Несомненно, при построении вашей индивидуальной программы тренировок в тренажерном зале нужно отталкиваться от некоторых факторов. Ваши физические данные, есть ли у вас лишний вес или проблемы со здоровьем. Какая ваша цель похода в тренажерный зал? Похудеть, потянуть мышцы, увеличить мышечную массу, подсушиться или же просто удержать результат. Ну и в конце концов, какой уровень вашей выносливости и понимания того, как выполнять упражнения. Знаете ли вы правильную технику? Все эти данные повлияют на выбор типа ваших тренировок, вида упражнений и частоты посещений зала. Давайте разберемся, какие бывают типы тренировок. Ваша тренировочная программа может строиться по типу круговых тренировок, когда за одно занятие вы прорабатываете все тело. Такой тип тренировок идеально подходит для женского организма, для новичков, для тех, кто никогда не ходил в тренажерный зал, если у вас был перерыв в тренировках и вы просто хотите вернуться в колею, и просто для тех, кто тренируется для себя, не профессионально. Как построить план такой тренировки? Для начала вам необходимо определиться,
определиться с двумя крупными мышечными группами. Это ноги и спина. Далее мы выбираем одно-два базовых упражнения на эти мышцы. С списком таких базовых упражнений вы можете ознакомиться. Именно в базовых упражнениях задействовано максимальное количество мышц. К примеру, приседания. В этом базовом упражнении у нас работают ягодицы, квадрицепс, бицепс бедра. Также работают икроножные мышцы, и корпус у нас держится с помощью мышц пресса и спины. Именно поэтому база – это основа тренировок как новичка, так и опытного спортсмена. Также вы можете добавить изолированные упражнения в вашу программу, где у нас работает одна мышца и один сустав. К примеру, вам очень хочется прокачать задний пучок дельты на ваших плечах или детальнее проработать ваши икроножные мышцы. Но еще раз я повторюсь, что базовые упражнения – это основа вашей тренировки, и они обязательно должны присутствовать в вашей программе. Как вы видите, одна наша тренировка может состоять из 4-5 упражнений. Меньше не стоит, вы будете не дорабатывать, а больше упражнений в вашей программе тоже не принесут пользу. Лучше уж концентрироваться на определенных работающих упражнениях, которые дадут вам результат. Наша цель в каждом упражнении, когда вы его начинаете, подготовить ваши мышцы к стрессу, вспомнить технику выполнения упражнения и к концу окончания вашего сета, подхода, добиться максимального напряжения в мышцах с помощью дополнительного веса. В этом и заключается индивидуальный подбор подходов, повторений и, конечно же, дополнительного веса в упражнениях. Давайте попробую объяснить, как это выглядит на примере одного упражнения. К примеру, вы выполняете тягу верхнего блока 3-4 подхода. Вы выбираете дополнительный вес в блоке и выполняйте с ним максимальное количество повторений, необходимое для вашей цели. И если последние 5 повторений в этом упражнении даются вам действительно тяжело, то именно этот вес является вашим начальным рабочим весом в этом упражнении. Затем в следующем подходе этого же упражнения вам необходимо увеличить вес в тренажере или же добавить больше блинчиков, взять тяжелее гантели и сделать меньше повторов в этом упражнении, чтобы усложнить вашу работу. Сколько делать повторений в упражнении? В этом вопросе мы, конечно же, отталкиваемся от вашей цели похода в тренажерный зал, веса, который вы используете в упражнении и, конечно же, самого упражнения. Тренируясь для похудения, тонуса мышц, вашей выносливости, необходимо выполнять от 30 до 15 повторений со средним весом, а то и вообще без него. А если ваша цель нарастить мышечную массу, логично, что многоповторка вам не подойдет. Вам необходимо брать максимальный вес и выполнять с ним минимальное количество повторений 12-8. Минимальное количество повторений в женском тренинге это 8-6. Женщины, как я сказала ранее, не приближаются к мышечному отказу и не могут глубоко разрушать мышечные ткани. Также существует система сплит-тренировок, когда вы разделяете свои мышечные группы и тренируете их в отдельные дни. Такой тип тренировок подойдет больше для высокого уровня подготовки и для тех, кто тренируется более профессионально. Тренируясь по системе сплит, вы имеете больше времени на то, чтобы истощить мышечную группу, так как тренировки этой мышцы происходят не так часто. Сплит-тренировки не подойдут новичкам, потому что на их выполнение все-таки нужно больше опыта, да и концентрироваться на одной мышечной группе всю тренировку 40-50 минут все-таки довольно сложно для новичка. Также сплит-система не подойдет для людей, вынужденных пропускать свои тренировки и которые не могут придерживаться определенного графика. Здесь очень важна дисциплина и соблюдение периодичности. Но все же, как же правильно разделить мышечные группы по дням и построить программу тренировок по сплиту? Как я сказала ранее, на одной тренировке мы истощаем определенные мышечные группы. Логично, что на следующей тренировке мы не должны включать в работу те же мышечные группы, которые тренировались ранее, тем более если это такие большие и крупные мышечные группы, как ноги и спина, на восстановление которых требуется от 3 до 4 дней. Дни отдыха и восстановления очень важны при сплит-тренировках, поэтому распределяем наши мышцы по времени их восстановления. На первой тренировке я предлагаю вам тренировать ноги, ягодицы и пресс. Ноги и ягодицы очень легко тренируются одновременно в базовых упражнениях, а пресс можно оставить как окончание вашей тренировки. Я думаю, что многие из вас заметили, после тренировки ног и ягодиц пик крепатуры у нас приходится на второй день и сходит примерно до 3-4. Вторую тренировку можно посвятить второй крупной мышечной группе, то есть спине, тем более у девушек
девушек она очень слабая. В большинстве упражнений на спину мы с вами что-то тянем, поэтому у нас будет во второй тренировке также работать бицепс. Ну и на третьей тренировке мы прорабатываем более мелкие мышечные группы, это руки и грудь. Здесь я бы посоветовала больше работать со свободными весами, с гантелями и прорабатывать ваши проблемные зоны. По количеству подходов и повторений тут та же самая история. В зависимости от вашей цели, упражнения и дополнительного веса выбирайте цифры самостоятельно. Не забывайте, что в сплит-тренировках ваша цель максимально утомить мышечную группу. Поэтому в таких тренировках еще используют систему дроп-сетов. Если раньше мы говорили о постепенном увеличении дополнительного веса при подходах, то в дроп-сетах, конечно же, предварительно разогревшись, мы выполняем минимальное количество повторений с максимальным весом, и затем в следующих подходах мы сбрасываем вес и увеличиваем количество повторений. Как бы делаем все совершенно наоборот. Если вам интересно, как выполняются дроп-сеты, в каких упражнениях, после каких упражнений, то обязательно дайте мне знать об этом в комментариях, и я расскажу и покажу вам это на следующих тренировках. Теперь давайте про отдых между подходами и повторениями. Конечно, если вы тренируетесь на жиросжигание, то ваши упражнения относительно легкие, и переходы между подходами должны быть не слишком длительными, 1-2 минуты. Ваша цель в жиросжигании не остывать и держать свой пульс в зоне жиросжигания 120-150 ударов в минуту. Ну а отдых между упражнениями может длиться 3-4 минуты, вы можете выпить воды, перевести дыхание и приступать к новому упражнению. Если мы тренируемся на мышечную массу, то мы работаем, как я сказала, с максимальным весом и с минимальным количеством повторений. Мы тратим очень много энергии, и на ее восполнение нам необходимо больше времени. В таком случае вам необходимо 2-4 минуты для того, чтобы отдохнуть и перейти к следующему повторению. Чем больше вес мы тянем, поднимаем и меньше повторений делаем к нему, тем больше нам нужно отдыхать, чтобы подготовиться к такому упражнению. Ну и для того, чтобы подготовить себя к следующему упражнению, вам также потребуется чуть больше времени, 5-6 минут. Все же вы должны понимать, что эти цифры приблизительны, и время отдыха очень индивидуально. Это зависит от вашей выносливости и, конечно же, от вашего самочувствия. Так, с силовыми разобрались, я надеюсь. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. Теперь приступаем к кардио. Необходимы ли эти длительные забеги на беговых дорожках? Лично мое мнение таково, что кардиотренировки не настолько необходимы, как высокоинтенсивный, короткий и функциональный тренинг. Для чего вообще делают кардио? Для того, чтобы похудеть, выработать выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему. Но если вы будете делать длительное кардио после ваших силовых тренировок и не будете правильно подкреплять свой организм после этого углеводами, белком, то вы имеете великий шанс сжигать вашу мышечную массу, которую так тяжело наработали на тренировках. А кто этого хочет? Поэтому я предлагаю вам время от времени в свою программу добавлять высокоинтенсивные тренировки без дополнительного веса на время 20-30 минут. Такие тренировки гораздо полезнее и эффективнее, чем монотонное кардио на беговой дорожке, и они важны и необходимы для всех, независимо от вашей цели – похудеть или нарастить мышечную массу. Всем необходимо поддерживать свое здоровье и, конечно, работу своего сердца. Такой тип высокоинтенсивных и коротких тренировок поможет вам разогнать ваш метаболизм еще быстрее, конечно же, выработать вашу выносливость, тем самым ваши силовые тренировки вам будут даваться гораздо легче. Ну и как именно сочетать такую высокоинтенсивную нагрузку с силовыми тренировками, я вам покажу в следующих роликах. Ну и осталось вам напомнить о самом главном. Приходя в тренажерный зал, мы обязательно начинаем нашу тренировку с суставной разминки. Лучше всего, если в вашей 5-минутной разминке будут присутствовать элементы растяжки и кардиоэлементы. Ну а окончание вашей тренировки – это также 5-минутная заминка всего вашего тела, и также наша цель в этой заминке – плавно понизить ваш пульс до пределов нормы, что очень важно для работы сердца. Тут вы как раз можете воспользоваться беговой дорожкой, начать с интенсивного бега и в течение 15-10 минут снижать ваш темп, тем самым остывая и успокаиваясь после интенсивной тренировки. Но после этого все же не забывайте сделать легкую растяжку всех работающих мышц вашего позвоночника, который также получал нагрузку. Это очень важно, чтобы вы не получили травму, да и крепатура на следующий день может быть меньше. Ну что ж, теперь, имея эти данные, вы смело можете взять блокнот, ручку и набросать вашу первую программу тренировок в тренажерном зале. Для начала определитесь с типом вашей тренировки – круговые или сплит. Сколько раз в неделю вы можете посещать тренажерный зал – 3 или 4. Продумайте, в какие именно дни вы будете посещать зал, и убедитесь, что у вас есть дни отдыха между ними. Подумайте над вашими
упражнениями в программе. Любой из них можно заменить в тренажере, если у вас есть проблемы со здоровьем. К примеру, при больной спине вы можете заменить приседания на приседания в тренажере Смита, а тягу штанги в наклоне на специальном тренажере Т-тяга. В зависимости от вашей цели и ваших упражнений определитесь с количеством подходов и повторений и отправляйтесь на свою первую пробную тренировку. Уже там, в стенах тренажерного зала, только путем проб вы определитесь, какой дополнительный вес вам необходим в каждом упражнении. Ну а я хочу вас обрадовать. Для тех, кому сложно составить свою программу тренировок, для тех, кому нужна наглядная информация, мои советы и корректировка в технике выполнения упражнений, совсем скоро вас ждет новый комплекс уже в тренажерном зале на моем канале. Для новичков среднего и высокого уровня сложности, для любых целей и с прогрессом в ваших тренировках. Я покажу вам эффективные упражнения, и мы с вами разберем их правильную технику выполнения. Особое внимание уделим, какие ошибки вы можете совершать в тренажерном зале. Для того, чтобы не пропустить мой новый комплекс тренировок в тренажерном зале и вообще новые ролики на моем канале, обязательно подписывайтесь и не забывайте включать колокольчик-напоминалку о новом ролике на T-Gym. Я очень надеюсь, что это видео, как построить план тренировок для девушек в тренажерном зале, вам оказалось полезным. Если это так, обязательно ставьте большущий лайк и, конечно же, делитесь этим роликом в социальных сетях со своими друзьями. А я вам желаю удачи в ваших тренировках, не ленитесь, и только тогда будет результат от ваших тренировок. Всем удачи, пока-пока!